Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал «Геоэнергетика». Я Борис Марцинкевич. И сегодня у нас очередная попытка работать из новой студии. Надеюсь, что получится. Нашим первым гостем стал Владимир Владимирович Бобылев, бессменный руководитель замечательного интернет-портала, телеграм-канала и так далее, «Нефть и капитал». Все непременно подписывайтесь. Добрый день. Здравствуйте, Борис. Владимир Владимирович, центральная нефтяная новость минувшей недели, в пятницу, видимо, чтобы дать возможность брокерам и дилерам прийти в себя, мониторинговый комитет ОПЕК+ решил поднять объемы добычи. Причем на достаточно большой объем, больше, чем до этого. Как они на это решились? Ведь известно, что Международное энергетическое агентство не врет, у нас переизбыток нефти, и тут вдруг ОПЕК+ вливает еще 500 000. Скажем так, он говорит, что вливает еще 500 000, а вливаться на самом деле будет значительно меньше, потому что, как показывает практика, страны с большим трудом догоняют те самые объемы вливания, которых обещает миру ОПЕК, потому что, во-первых, процесс технологический нефтяного производства – это не щелкнуть пальцами. То есть это разве не краник? Крутанул чуть сильнее, и все? Это вы с водопроводом путаете. Ах ты ж, елки-палки, а я-то думал. Поэтому для того, чтобы увеличить добычу, в любом случае потребуется какое-то время, какие-то средства. А что касается средств, тут возникают вопросы, поскольку нефть-то стоит не так, как хотелось бы, не 80, не 90 и не 100, а вот по состоянию, например, на текущий момент 67, поэтому инвестировать что-либо многие компании опасаются, и плюс ко всему процесс длительный, потребует какого-то времени, поэтому, соответственно, сейчас страны будут пытаться компенсировать вот эти объемы, и вряд ли это будет те самые 411 тысяч тонн, скорее всего, будет меньше. Единственный, кто сейчас может... 411 тысяч баррелей в сутки. Да, совершенно верно. 411 тысяч баррелей в сутки. Единица измерения. И, соответственно, единственный, кто сейчас может более-менее что-то такое решительное предпринять, это Саудовская Аравия. У нее запасы по мощности все-таки больше, чем у всех остальных. Поэтому говорить о том, что это будут ровно вот эти цифры, не приходится. И, соответственно, поэтому в том числе ОПЕК довольно спокойно продолжает повышение объемов, понимая, что технически все-таки это будет меньше. И опять же, как мы видим по поводу переизбытка нефти и так далее, если ОПЕК говорит о том, что мы сейчас начнем увеличивать добычу на 411 тысяч баррелей в сутки, брокер, проснувшись с утра в понедельник, обрушивают цены, до 50. А мы не видим 50, мы видим, что нефть у нас находится в этом волатильном коридоре 65-72, и пока никакие события на международных рынках не могут вытолкнуть ее из этого коридора. С одной стороны, соответственно, увеличение объемов добычи, падение ряда экономик, вернее, охлаждение их, оно приводит к тому, что, соответственно, нефть в цене не растет, а всякие герои типа хуситов в тапочках или гражданина Трампа своими действиями или заявлениями приводят к тому, что нефть ниже этих 65 не падает. Собственно, она в этом коридоре так и болтается. Так скажем, Ормузская премия ушла. Да, Ормузская премия ушла, несмотря на эти заявления, мы сейчас, еще 5 минут, и все, и мы пролив перекрываем. То есть, да, эти интервенции словесные, они, безусловно, на рынок как-то влияли, но не особо критично. Но, опять же, все объективно понимают, что Иран вряд ли будет после, во-первых, прямо скажем, нанесенного ему где-то как-то поражения, во всяком случае, никак не победы, перекрывать пролив в ситуации, когда в соседнем проливе находятся 3 американских авианосца, как-то рискованное мероприятие. А перекрывать пролив средствами техническими типа минирования, тогда, собственно, Ирану придется и свою нефть не экспортировать. Если следить за риторикой, этих дней нервничал не Иран. Иран не кричал, что я сейчас перекрою, он вежливо известил: да, могу. А после этого все остальные начали нервничать, пытаясь понять, что он сможет. Потому что действительно Ирану перекрывать самому себе, ему Ормузский пролив тоже нужен, главный порт с другой стороны.
Единственный нефтепровод, который там есть, который позволяет на экспорт отгружать 1 миллион баррелей из всего объема, ему это тоже не надо было. И считать поражением или победой действия Израиля и подчиненных им Соединенных Штатов, мне сказать сложно. Получается, да, такая своего рода война, в которой никто не победил, но все немножечко выиграли. Выиграли, я так понимаю, что самый главный пострадавший оказался киевский режим. Потому что ракеты ПВО отстреляны, уже в причерноморской степи как-то и вести-то особо нечего, какая-то пауза будет. Это ладно, это мы совсем уйдем куда-то. Вот это противоречие. ОПЕК+, который уверен, что спокойно себя чувствует рынок, в северном полушарии лето, период повышенного спроса, поэтому можно спокойно добавлять, с одной стороны, и с другой стороны, бесконечные прогнозы МЭА, что благодаря электромобилям, зеленой повестке в обязательном порядке будет переизбыток нефти, она обязательно упадет в цене. Что из этой риторики больше соответствует действительности? Потому что если проследить за объемами, действительно в Европе спрос не вырос, так скажем. Самая мягкая оценка, если не упал. Но, тем не менее, цены действительно, вы совершенно правы, как они были в этом коридорчике 65-72, так они и остались. То есть уже и биржевики не реагируют на обещание ОПЕК+ привести новые объемы. А как так получается? У биржевиков, видимо, на том месте, отвечающем за реакцию на внешние раздражители, наросла уже мозоль, и чувствительность потеряна. А мы – это такая организация несбывшихся прогнозов. В принципе, все, что говорили мы по поводу смерти нефтегазовой отрасли, электромобилей, которые переедут нефтянку и не оставят от нее мокрого места, но мы пока не видим, чтобы это все сбылось. Что же касается прогнозов, собственно говоря, давайте посмотрим, кто в это МЭА преснопамятное входит. Там в основном страны-то потребители нефти, кроме США, например. МЭА в свое время характеризовалась очень коротко: профсоюз потребителей и примкнувшая к ним Норвегия. Да. Поэтому, собственно, эти прогнозы, это, во-первых, попытки выдавать желаемое за действительное, во-вторых, финансируется МЭА за счет этих самых стран, а им бы очень хотелось, чтобы МЭА говорила о том, что вот еще немножко и нефть отомрет, а электромобили, возобновляемая энергетика и прочие чудеса будут править миром. Как мы видим, так или иначе этого все равно не происходит, а если мы приблизительно так, прищурившись, посмотрим вдаль на Германию, то увидим облака угольного дыма, которые застилают небо над страной, потому что, как ни крути, никуда не деться от ископаемого топлива, а поскольку Германия героически отказалась от атома, то приходится заменять атом углем, запускать уже закрытые угольные электростанции, и, видимо, наверное, в Германии скоро будет как на гравюрах про Лондон XIX века, когда, значит, трубы и черный дым в небесах. То есть все книги про лондонский смог, они теперь будут про берлинский смог. Теперь, да, получается, что Германия смогла. На самом деле, отказ от атомной генерации, он связан не только с какими-то там пожеланиями зеленых и прочих Грет Тунберг, но и с утратой компетенции. Сейчас даже если дать зеленый сигнал, то немецкие компании не будут строить атомные электростанции, они не умеют. Да, собственно говоря, утрата компетенции, это касается не только Германии, много кто за это время ухитрился утратить компетенции по атому. Возьмем те же самые США и преснопамятную компанию Westinghouse, которые все время пытаются что-то строить, но почему-то не получается. Так скажем, после последнего банкротства, состоявшегося в 2017 году, Westinghouse на рынке реакторостроения не замечен. А вот на рынке подписания меморандумов, протоколов о намерениях, соглашений о протоколов о меморандумах, это да, это мы можем. А где растет спрос на нефть и на нефтепродукты в таком случае? Европа отпала. По известным причинам она выбрала свой путь развития, куда он там идет, не очень понятно. Игорь Иванович Сичин, выступая на ПМФ, приблизительно обрисовал, где заканчивается этот маршрут.
отказа от ископаемых теплоносителей. Но это их путь, они демократически на него свернули, пусть идут. А где растет спрос? Ну, собственно говоря, Азия. Единственная такая вот как бы глобальная точка роста экономики – это Азия, и там есть кому расти. Собственно, прежде всего Китай, который даже несмотря на некоторое охлаждение экономики, так или иначе развивается и технологически, и промышленно, и об этом свидетельствует и рост ВВП, и объем международной торговли. Опять же, Индия заявляет о том, что у них там как-то колоссально растет спрос на нефть и нефтепродукты, то есть они прогнозируют там 2% рост спроса на нефтепродукты, и несмотря на с виду маленькую цифру, в масштабах Индии это очень много. Ну да, цифры относительные абсолютно. У Индии, конечно, сказывается эффект низкого старта, то есть и даже уровня Китая достаточно далеко, а вот эти миллионы китайских электричек, которые продаются, они пока еще какого-то такого серьезного влияния не оказали? Ну, безусловно, они оказывают свое влияние. Эти миллионы китайских электричек, они не только ездят по Китаю, но и продаются в другие страны. Но, тем не менее, помимо миллионов китайских электричек, есть миллионы других видов транспорта. Плюс ко всему, Китай же он славится тем, что он умеет брать и перерабатывать все. Поэтому большое число нефтеперерабатывающих заводов, активно развивающаяся нефтехимия. Ну и плюс ко всему, Китай же не только потребляет это все себе, поставки китайского, ну, или индийского, например, топлива в другие страны, в частности, в ту же Европу, они никуда не делись. А из чего в основном делается это топливо? Ну, в основном из импортной и, собственно говоря, российской нефти. Поэтому эти страны не только потребляют сами, потребляют много и будут потреблять больше. Они, соответственно, еще и умеют производить то, что они потом продают для потребления, в том числе в западные страны. Ну, Индия вот на заседании БРИКС устами своих политиков сообщила, что у них пошла автомобилизация, поэтому действительно там спрос на нефтепродукты будет достаточно большой. И одновременно, не устаю благодарить наше Министерство энергетики, которое засекретило все сведения, касающиеся наших объемов добычи, переработки. Большое им спасибо за это. Bloomberg нам сообщил о том, что скидка на нефть Urals в Индии стала минимальной. Вот раньше была большая скидка, а сейчас она маленькая. И кивают они, как ни странно, при этом на тренера по новому олимпийскому виду спорта, сидения на 5 стульях одновременно, господина Эрдогана, который внезапно начал закупать большие объемы Юрлса, не только на нефтеперерабатывающий завод «Стар», построенный в основном на средства State Oil Company of Azerbaijan Republic, но и на свои родные нефтеперерабатывающие заводы. Как вы думаете, с чем это связано, вот такое решение Эрдогана, что надо перестать бояться российской нефти, пора брать? Ну, во-первых, действительно, в мастерстве сидения сразу на нескольких стульях Эрдогану нет равных. Эрдоган тренер. Эрдоган тренер, он даже не выступает уже. Уже бесполезно, с ним никто не пытается спорить. Он лучший. Ну, собственно говоря, мечта Турции стать энергетическим хабом для Европы как минимум, а может быть и для всех окружающих стран, ну, она никуда не делась, и они над этим активно работают. Поэтому вот это мастерство Турции в плане купить подешевле, потом что-то с этим сделать и продать дороже, ну, здесь тоже Эрдоган, пожалуй, тренер, поэтому, соответственно, это будет продолжаться и дальше. Плюс ко всему приоткрыл воротцы еще и момент, когда цены на нефть упали настолько, что цена на Urals оказалась ниже потолка, установленного странами G7, и тогда вот заволновались те же самые греческие судовладельцы, которые начали ходить там по юристам, звонить в США и говорить, а как, вот теперь-то можно, вот все ниже потолка упало, ну, как бы теперь, наверное, можно поставлять уже легально, там, со страховками, вот, соответственно, это увеличило объемы экспорта. Загрузку судов. Загрузку судов, совершенно верно. Этот период продлился какое-то время, и периодически он опять возвращается к этому моменту. Ну, собственно говоря, именно поэтому та же самая Украина, а также другие страны
которые прям, не участвуя, так сказать, в его установке, но активно поддерживая всеми плечами этот потолок, теперь пытаются его опустить хотя бы долларов до 40, а может быть даже до 30. Но пока страшновато. Ну, это киевская риторика. Что касается европейских, там действительно раздавались предложения опустить потолок до 45, и обсуждение этого вопроса пришлось как раз на период 12-дневной войны, когда цена ушла куда-то за 80, и останавливаться особо не собиралась. То есть Европейская комиссия, которая обсуждала потолок на нефть, как раз в этот момент смотрелась особенно хорошо. Вот новые меры, которые разрабатывает Европейская комиссия в 520-м пакете санкций, я перестал их считать, который, разумеется, будет особенно жестоким, это будут санкции из ада. С моей дикцией, конечно, не надо это употреблять. Как вы думаете, есть какие-то перспективы, вот эти действительно такие страшные вещи, снизить потолок до 45, наложить какие-то там санкции, наложить полнейшее эмбарго на любые нефтепродукты из российской нефти? Где-то там за океаном бегает некий сенатор, внесенный во все мыслимые и немыслимые списки с 500% на все российские товары. Что-то вот еще вот это вот пугающее со всех сторон. Это из-за летней жары с ними что-то или за этим стоит что-то реальное? Есть политика, есть экономика, есть люди, которые занимаются только политикой, ничего не понимая в экономике, ну, типа Урсулы фон дер Ляйен, там... Ну, у нее образование другое, взгляд на мир совершенно своеобразный. Из оттуда. Есть люди, которые занимаются экономикой, типа немецких бизнесменов, которые там периодически робко так начинают обсуждать тему, что, ну, мы, конечно, как бы мы вот категорически против, но уже немножечко за, может быть, все-таки обсудим возвращение российского газа, а то как мы вот политика, да, мы все понимаем, но как-то, в общем, надо же эффективность производства повышать. А есть люди, которые стоят примерно между, понимая, как работает и первое, и второе, и, соответственно, периодически они вмешиваются в процесс и как-то объясняют все-таки политикам, что, ребята, ну, можно, конечно, все запретить, а что вы кушать будете? Поэтому это такая система давления, то есть сенатор Линдси Грэм, оговоримся, запрещенный в России, тут ему никуда не пустят и нигде не нальют, естественно, машет этим вот там, дубинкой, утыканной шипами, пошлины 500%, категорически ничего и никогда. Европа, которая говорит о том, что да, мы снизим там потолок до пола, там, до нуля, но вот дальше угроз пока дело никуда не заходит, потому что, ну, собственно, вот эти вот решительные, но бестолковые действия приведут к тому, что действительно в Европе ездить будет не на чем, потому что, ну, Россия занимает достаточно большой объем рынка нефти и нефтепродуктов, и, соответственно, вот так взять и выключить, ну, ребята, а действительно, как бы, а куда в таком случае покатится мировая экономика, вернее, на чем она будет туда катиться? Только под уклон. Ну, а новые планы германских разбойников, которые намерены контролировать все нефтяные танкеры в Северном море, всех до одного досматривать, проверять документы, это может на что-то повлиять? Вообще получится у них или нет? И что нам делать? Ведь речь идет прежде всего, разумеется, о страшном теневом флоте, который раньше был серым, какое-то время даже черным, если не ошибаюсь, и фиолетовым он побыл, но сейчас сошлись на том, что он теневой. То есть вот нашу нефть везут, и здесь возникают вот эти германские разбойники со словами: а мы сейчас у вас все документы проверим, выворачивая карманы, я гляну, что. Ну, хорошо. Получится. Если получится, то повлияет это сильно на наш морской экспорт. А пускай проверяют, у нас документы все в порядке, экипаж болгарский, судно кипрское, а нефть бельгийская. Мы такие варианты уже проходили, собственно, еще в 2022 году, когда российская нефть превращалась в бельгийскую, в латвийскую, в угандийскую. Знаменитая марка Latvian Blend, это да, это было забавно. Но ведь в этом году уже были эпизоды, когда эстонские пираты хватали судно, куда-то тащили, что-то сливали.
Вот не будет подобного? Ну, даже если и будет, так или иначе, опять же, это такие пугательные действия и разовые акции. Ну, вот схватили, притащили, проверили, 3 суток помурыжили, потом сказали, ну, все, что можно. Извините, можете следовать, документы оказались в порядке. И я, кстати, за это время все, что можно было открутить, открутили и... На память. На память. Я напомню еще момент, когда тоже пытались хватать и тащить, а там рядом случайно вертолет российский пролетел. Ну и передумали сразу. Не получилось. Ну, на самом деле, немножко тревожно, но... Единственное, что в голову приходит, я старенький, ностальгия, когда советский торговый флот ходил под советским флагом, желающих вообще-то просто не было. И, может быть, вот эти игры в теневой флот, они все-таки связаны больше не с нашими невообразимыми хитростями, а с отсутствием отечественных танкеров. Ну, это, кстати, да, тоже важный момент, потому что мы как-то с вами уже обсуждали печальную ситуацию российского гражданского флота, как речного, так и морского. Другое дело, что в текущих условиях, наверное, принимать какие-то там огромные масштабы кораблестроения можно, но вот осилит ли бюджет эти масштабы, ну, я, признаться, в этом несколько сомневаюсь. ОПЕК чувствует себя уверенно. МЭА традиционно рассказывает о переизбытке и растущем падении цен. Где-то бурит детка. Россия шаг за шагом снимает те добровольные ограничения, которые сама на себя взяла, и ожидается, что к концу года... Несмотря на 3974 пакет санкций, тем не менее, почему-то продолжает развиваться. Будем надеяться, что будем справляться. На всякий случай, если кто невнимательно следил за ПМФ, на ПМФ... Вслух было озвучено пожелание китайских партнеров о том, чтобы объем транзита российской нефти через систему газопроводов Казахстана был увеличен еще на 2 миллиона тонн. Это, видимо, потому что в Китае переводить все истории о том, как выглядит морской экспорт из России, уже всех утомили. Им хочется чего-то надежного. Труба – это надежно. Будем надеяться, что справимся. А куда мы денемся? Спасибо большое, что нашли время. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Спасибо.